Всем привет! С вами канал Трипология звука, и сегодня у нас на обзоре Yamaha DX100. Это привет FM синтезу. Именно этот синтезатор выпускался с 1985 года. Данный синтезатор является урезанной версией всемирно известного FM синтезатора Yamaha DX7. Здесь технически всего 4 оператора против 6 в Yamaha DX7, и здесь всего лишь 8 алгоритмов против 32 алгоритмов Yamaha DX7. Но, тем не менее, здесь есть все те же самые прелести FM-синтеза, которые есть в DX7. Огромным плюсом данного синтезатора является его компактность. То есть у него очень маленький форм-фактор, у него маленькие клавиши, у него есть крепление для ремня. С данным синтезатором можно выступать как с клавитарой. Стоит отметить, что есть модель DX27, которая технически точно такая же, как DX100, но с полноразмерными клавишами. Звуковым сердцем данного синтезатора является чип от Yamaha YM2164 и цифроаналоговый преобразователь YM3014. Я не буду вдаваться в подробности FM-синтеза, об этом вы можете почитать самостоятельно, но вкратце скажу, что каждый оператор в FM-синтезаторе это простейший блок, у которого есть 3 входа и 1 выход. Входами является вход питча, то есть высота тона, вход модуляции и вход для огибающей. А выходом является, собственно, сигнал, полученный на выходе оператора. Внутри оператора также есть осциллятор, который в операторе синтезаторов Yamaha является синусоидом. Операторов 4,
и их можно комбинировать в разных последовательностях. И сама суть FM-синтеза в том, что один оператор может модулироваться другим оператором. То есть частотой одного оператора можно модулировать другой. И в зависимости от того, как соединены эти блоки, то есть получаются те или иные виды сигнала. И не только в зависимости от того, как они соединены, а именно вот этот метод соединения называется алгоритмами, то есть здесь их 8, в DX7 их 32. Понятно, что это вариации как раз получения разных звучаний, но и уровнями громкости, то есть там можно каждый параметр настраивать, как один оператор будет влиять на другой, так на третий. Именно благодаря большому количеству вариаций мы получаем столь большое разнообразие звуков на выход. Помимо того, что можно манипулировать комбинациями 4 операторов, то есть у нас есть еще по 3 входа на каждом, у нас есть в этом синтезаторе LFO, который можно направлять как на каждый по отдельности оператор, так и на все остальные. И именно все это порождает такую большую палитру звуков, которые издают FM-синтезаторы. Звук FM-синтезатора достаточно специфичен, но он тембрально очень интересен. То есть и после, скажем так, обычных синтезаторов органного типа на делителях, звук FM-синтезатора очень сильно впечатляет и очень сильно он отличается. Спектр звучания от очень мягкого до очень резкого. Внешний вид данного устройства достаточно прост и лаконичен. И именно этим он подкупает при первой встрече. То есть он достаточно крепкий, потому что в 1985 году, в принципе, еще умели делать синтезаторы. Он легкий. Он удобный. На передней панели мы можем видеть клавиатуру и маленький жидкокристаллический экранчик. В принципе, можно легко сделать мод и заменить этот экранчик на экранчик с подсветкой. И тогда с этим синтезатором можно работать даже без света ночью. Здесь находится клавиатура, 49 клавиш и 2 потенциометра. То есть первый громкости, второй называется Data Entry. Он используется для ввода каких-то переменных быстрого. А также переменные можно вводить с помощью плюса и минуса 2 клавиш. Также здесь есть 2 колеса модуляции, колесо питча и колесо модуляции. Данные регуляторы в этой части синтезатора расположены неспроста. Дело в том, что если пользоваться им как кейтаром, то как раз когда его держишь, то есть регуляторы находятся под указательным и средним пальцем, и это очень удобно при игре вживую. На дне синтезатора мы можем увидеть батарейный блок, то есть данный синтезатор можно использовать от батареи без использования блока питания. На задней части расположены MIDI разъемы, выход под фудсвич, под наушники, линейный выход, вход блока питания, включатель, а также разъемы для подключения кассетного магнитофона. О назначении данных линейных входов я расскажу немножко позже. Есть регулятор контрастности ЖК-дисплея и есть вход для так называемого бриз-контроллера, о котором я тоже упомяну чуть позже. Не будем зацикливаться на технических характеристиках, а сразу перейдем к звучанию инструмента и заодно изучим элементы управления и особенности данного синтезатора.
Особенность данного синтезатора в том, что действие его клавиатуры можно переключать как в полифонический, так и в монофонический режим. И, естественно, тогда есть портаменто. И вот, насколько я помню, в этом пресете вот сейчас можно видеть, что когда я жму следующую клавишу выше, то есть срабатывает портаменто. Естественно, длину портамента можно настраивать. И это звучит очень круто. Это классический басовый звук. Я думаю, с этим пресетом достаточно круто будет звучать эхо. Включаем наш мега крутой Tape Delay. Circus Time, этот звук делал я на основе одного из пресетов. Это такой очень с длинным хвостом орган с короткими такими звучками. Очень он достойно звучит. Очень классно данный пресет подходит под всякого рода техно. Перейдем к банку B. В банке B, насколько я помню, всякие разные акустические эффекты. Да, вот он, U-Part Piano на втором пресете. Это какие-то клавиши, возможно, это как раз те самые классические клавиши ямаховские SDX.
Все это достаточно скучно. Давайте послушаем этот синтезатор в контексте. То есть даже такие непримечательные звуки, как звук тимпани, может очень круто звучать, если подключить этот синтезатор по MIDI и добавить к этому всему ритмическую партию, что-нибудь наподобие 808 драм-машинки, и послушаем, как это может звучать. То есть вот такая вот партия, я ее взял со стандартного набора Fruity Loops. Звучит она вот так, в сухом виде.
Один из моих любимых пресетов, который я использовал для создания басовых партий, Mono Lead. Очень крутой звук, он подходит ко многим стилям, мне он пригождался и в техно, и в драм-н-бейсе. Он такой тянучий, очень пробивной, и там много таких гармоник на басах. В общем, вписывается он практически в любой стиль музыки, и он прям классный. Давайте рассмотрим переднюю панель Yamaha DX100. Во всех синтезаторах и устройствах того времени Yamaha придерживалась одного стиля управления. Это очень удобно, если осваиваешь работу на одном из устройств, то интуитивно понимаешь, как работать с другим. Впервые я столкнулся с управлением Yamaha на драм-машинке RX15, поэтому мне достаточно просто было освоить DX100. Изредка я подглядывал в мануал, чтобы понять некоторые особенности. Дело в том, что все кнопки, которые есть на панели, во-первых, они разделены по цветам. Управляющие кнопки отличаются цветами. Под каждой из остальных кнопок есть надписи на двух цветах. В данном случае сверху фиолетового цвета, снизу такого оранжеватого. Уже зная, как работает управление в устройствах Yamaha, я знаю, что если я нажму кнопку коричневого цвета, то действия данных кнопок будут соответствовать надписям на коричневом. А если я нажму кнопку фиолетового цвета, то действия данных кнопок будут отвечать написанному фиолетовым цветом. Это достаточно удобно, это позволяет сэкономить на элементах управления. Конечно, хотелось бы наиболее часто используемые параметры вынести на отдельные регуляторы, потому что здесь, в принципе, все. Здесь есть функции, до которых нужно очень глубоко добираться, и, в принципе, все функции вводятся с помощью либо вот этого потенциометра фейдера, либо плюса и минуса. Сейчас на примере редактирования одного из патчей я как раз покажу, как с этим работать. Экранчика вам, к сожалению, скорее всего, видно не будет, но я буду рассказывать, что происходит. Сейчас я нажимаю пресет номер 23, это в банке B он находится, это Celesta, звучит она в оригинале вот таким образом. То есть это такой колокольчиковый звук, достаточно приятный, но мне очень хотелось сделать его таким низким, бархатистым и немножко расстроить. Поэтому я именно на этом пресете впервые разобрался, как работать именно с редактированием паттерном, что с этим можно делать и так далее. То есть сейчас я нахожусь в этом пресете, я жму кнопку Edit Compare, то есть Edit, естественно, редактирование, Compare, сравнить. И попадаю в режим редактирования данного пресета. И сейчас у меня все зеленые клавиши, которые я вижу, работают соответственно фиолетовым надписям. Сейчас вот эти кнопки, которые раньше переключали банки, они сейчас включают-выключают операторы, и я могу их по отдельности как бы редактировать. То есть я сейчас отключаю в последние три оператора и оставляю только первый оператор. Звучит он вот таким образом. То есть это такой синус высокий с красивым релизом. Мне нужно опустить частоту данного
оператора, то есть осциллятора, максимально низко. Для этого я жму FreQ Ratio, то есть частота, и могу, кстати, нажимая на кнопку, частота повышается вверх на градацию, которая доступна, но это можно делать и плюсом, и минусом также, и вот этим потенциометром. Я вам сейчас покажу на лету, что происходит, то есть нажму клавишу. Это если потенциометром, и если плюсом-минусом. То есть все происходит оперативно, на лету, можно слышать, что происходит с звуком. То есть я ставлю минимальное возможное для оператора частоту, frequency, тут она измеряется 0,5, я не знаю, что это за единица измерения, это как бы циферное значение от какой-то частоты. И получаю самый нижний звук. Теперь у меня первый оператор звучит вот таким образом. То есть достаточно он низко, мощно звучит. Но мне хочется, чтобы звук немножко был таким расстроенным, плавал. Сразу стоит сказать, что у каждого из операторов есть еще своя громкость отдельно. И вот сейчас я использую всего лишь один оператор, остальные мне не нужны. Я их сейчас могу в редактировании выключить, но когда я включу весь пресет, они включатся. И поэтому, чтобы их исключить из моего патча, я сейчас эти операторы сделаю нулевой громкости. То есть я перехожу в последний оператор и ставлю его выходную громкость в 0. Потом перехожу в третий, соответственно, делаю то же самое, ставлю в 0. После этого перехожу во второй и тоже ставлю его в 0. В итоге у меня сейчас работает только первый оператор на громкости 97, сейчас ставлю 99. Вот, и я сам могу их все включить, но все равно буду слышать только один, потому что остальные в нулевой громкости. Теперь мне нужно немножко расстроить звучание этого осциллятора. Для этого я воспользуюсь встроенным LFO, то есть Low Frequency Oscillator, и задам нужные мне параметры. То есть сейчас мне нужно, чтобы это был синус. Здесь есть несколько форм волны, то есть первый triangle, S-hold, sample hold, это такой рандомный звук. Triangle 1, square, saw up, и все. Ну, мне сейчас, в принципе, нужен triangle. Можно установить его скорость. Скорость должна быть минимальной, то есть тут от 0 до 99. Я сейчас поставлю шестерочку, а потом послушаю, как это будет на слух. Delay — это задержка, то есть когда будет включаться LFO, то есть можно синхронизировать LFO с клавиатурой, а можно сделать его, чтобы оно было постоянным каким-то. И можно задать, как это LFO будет влиять на pitch или на амплитуду. Мне сейчас нужен именно PMD, то есть Pitch Modulation, потому что мне нужно сам весь осциллятор настраивать. Я установлю значение какое-нибудь, скажем, 40-50 пока. Ничего не меняется, а все потому, что... И выключу синхронизацию, чтобы он всегда работал. А все потому, что на каждом операторе еще можно включать либо выключать влияние этого LFO. Вот, теперь неплохо. В принципе, это то, что я хотел. Можно еще поиграться с алгоритмами, но сейчас нет смысла, потому что у меня, в принципе, работает всего лишь один оператор из 4, и я не услышу особой разницы. После этого нужно сохранить данный пресет в нужную мне ячейку. Для этого я жму play. Сейчас звучит мой звук, который я накрутил. И мне нужно нажать кнопку Store, сохранить. Я ее жму, и мне появляется надпись Memory Protected. А дело в том, что по умолчанию, когда синтезатор стартует, у него банки памяти защищены от редактирования. Мне нужно нажать кнопочку Function Compare и Memory Protection и выставить данный параметр в Off. После того, как я это сделал, я могу нажать Store, и мне пишет, куда мне сохранить мой пресет. То есть банк 23 я запишу в банк 24. После того, как я отпущу клавишу, мой новый пресет, который я только что создал на основе 23-го банка от Celeste, сохранится в номер 24. Я отпускаю, и это происходит. Давайте посмотрим. То есть 23, вот он 23, да? Да, 23 оригинальный звук вот такой.
сейчас сыграю одну и ту же мелодию, чтобы было понятно, что у нас было и что получилось. И переключаюсь на банк номер 24 Celesta. Послушаем то, что у нас получилось. Таким образом можно создавать свои паттерны, редактировать существующие, создавать на основе существующих свои и так далее. То есть вариантов очень много. На этом, пожалуй, все. Достаточно сумбурным получился этот обзор. Но дело в том, что эти клавиши от меня уезжают к новому владельцу, а я очень сильно хотел показать данное устройство. Какой можно подвести итог? Я думаю, у всех, кто занимается звуком и использует железные устройства, обязательно в сетапе должно быть какое-то устройство с FM-синтезом. И самые легендарные устройства в этой категории, конечно же, принадлежат Yamaha. В чем плюсы конкретно этого устройства? Оно небольшое, оно имеет, в принципе, весь нужный функционал, и оно имеет тот самый интересный звук. Очень хорошо оно подойдет музыкантам, которые выступают вживую. То есть всем, кто пишет синтвейв, синтепоп, берлинскую школу, то есть подойдет тем, кто стремится получить классический звук из 80-х, 90-х. Удобно то, что в нем есть MIDI, его можно использовать как MIDI клавиатуру, но при живом выступлении клавиатуры данного синтезатора в принципе вполне хватит, чтобы подыграть какой-нибудь соло. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии. Если у вас есть какая-то еще интересная информация по данному синтезатору или серии, тоже делитесь. Я думаю, будет интересно. Если у кого-то есть обзоры, например, на подобные аппараты от фирмы Casio, у них была подобная технология, тоже сбрасывайте. Мне будет очень интересно на это все посмотреть. До новых встреч!